Проехав Урал, мы задержались в Поволжье. Это регион в дельте одной из самых крупных рек России и самой длинной в Европе – Волги. На левом берегу этой знаменитой реки расположен город Самара. В Самаре находится самая большая площадь Европы – площадь Куйбышева. На ней устраиваются городские праздники, военные парады и прочие масштабные политические мероприятия. Кстати, город Самара во времена советской власти, так же как и главная площадь города, носил название Куйбышев в честь советского революционера и партийного деятеля Валериана Куйбышева, который объявил горожанам в 1917 году о победе революции. Наши самарские спутники сказали нам: если вы были в Самаре и не зашли в дно, вы не были в Самаре. Интригует, верно? Дно – это знаменитый кабак «Пивная» у пивоваренного завода на берегу Волги. Здесь сохранилась атмосфера советских времен. Очереди, каждый со своей тарой и очень низкие цены. Здесь мы встретились с врачом Костоправом Романом. Скажи, пожалуйста, слышал ли ты о такой вещи, что собираются захоронить Владимира Ильича Ленина? Ну, как скажу, мне, в принципе, об этом очень сложно рассуждать. Надо или не надо. Как говорится, он уже довольно много лет там, и это наша история. Не мы это решаем. Однозначного ответа бы я не дал на этот вопрос. А вот скажи, пожалуйста, ты сейчас сказал, что не мы это решаем. А это хорошо, что это не мы решаем, или плохо? Вот решили они там в Думе, да, захоронить Ленина. Но перед тем, как захоронить, решили провести опрос по России. Ты думаешь, вот лучше бы для нашей страны, чтобы слушали бы мнение народа, или все-таки нами должен кто-то управлять? Ну, честно говоря, я бы даже сказал так, то, что должен кто-то управлять, должна быть чья-то сила, чей-то мозг, потому что весь народ решать что-то, в принципе, не может в целом. Ну что это значит? То, что один хочет одно, второй второе, третий третье. Есть множество людей, убежденных в правильности и реализуемости идей социализма. Мы встретили одного из них и расспросили о его отношении к Владимиру Ленину. I think the history since the revolution it has changed the whole world because it was the first time that a country tried to develop a new system. He had the ideas, but the situation in Russia was really complicated because of war, because of hunger, because of money, everything. So I think he tried his best to do something good, but I think he failed big time. I think Lenin did really bad in the end. He was a good man with good ideas, but I think he was alone. And is it important to you to see his body? I mean, for me personally, maybe yes, because I'm really interested in Lenin. And do you think it's a little bit creepy? It is. I think it's an old idea. I mean, I don't believe in keeping bodies or anything like that. I think, but it's interesting. But maybe I wouldn't. If they ask me if I want to keep Lenin there, I would say maybe not. Поволжье – это центр российской автопромышленности. И, конечно, мы отправились на родину российских автомобилей – Тольятти. Город находится в 50 километрах от Самары. Главным градообразующим предприятием является АвтоВАЗ. До строительства завода город был очень маленьким и незначительным. Долгие годы даже именовался селом. А теперь обратите внимание на ширину местных дорог. Сразу становится ясно, где ты находишься. В городе, где главное – автомобили. Ну, по идее, пусть лежит. Чего его трогать?
Ну, с другой стороны, мы же ведь христиане, по идее, должны хранить. А у меня какое может быть отношение? Я же вырос тут при советской власти. Я сейчас за советскую власть. Ну, как говорится. Ну, не советская власть, сейчас какая у нас власть? Народная, там, может быть, не народная. Ну, сейчас сложный вопрос. Ну да, сейчас сложный вопрос, какая власть. Ну, вот сейчас возьмите на Украине, там родственники, родственники с друг другом воюют. Я в 8 году был в Украине. Ну, грузины, когда напали, так там у них было предоставлено так, в газетах, радио, телевидении, показывают, что Россия напала на Грузию. И все в это верили. Я тоже чуть не поверил. Потом через несколько дней приехал в Россию. Тут уже совсем другое. Уже посмотрел телевидение, послушал новости, радио, и все. Уже понял, в чем дело. Ну, хотя я и тогда не сомневался, что Россия не может напасть на Грузию. Рязань – это административный центр Рязанской области. В центре города находится Кремль, красота архитектуры которого не уступает столичному Кремлю. Так что не было бы Ленина, появился бы другой кто-нибудь, который бы на его место встал, и все равно бы была бы революция, и все бы это было. Как угодно это назвать можно, верой в предопределение, в судьбу, но просто так это не могло произойти. Идея, за которую он боролся, в сущности была светлая. Любая революция начинается со светлой идеи, потом, конечно, заканчивается это все по-другому. Там ведь не только такие идеалисты, там куча всякой дряни налипает на это дело под этим лозунгом. Конечно, развиваться постепенно – это отличным вообще мирным способом, но, вероятно, человечество так пока не может, потому что не только ведь у нас революции происходили и происходят, они везде происходили и происходят до сих пор. Я считаю поклонение мощам и мертвецам, вот, которые вот таким образом заспиртованы, каким-то нездоровым делом вообще, равно как и Ленина. Вот я к стыду своему, может быть, я так даже выражусь, я историк и все такое, там, я ни разу не был в мавзолее, мне даже не хочется на него смотреть. Ну, дохлый, ну и чё? Ну, нет у меня желания смотреть на мертвецов. Не нравится мне это дело. Здесь нужно отвечать сразу на несколько вопросов, один из которых не высказанный, может быть, даже не предполагавшийся, но он волей-неволей возникает. Он кому-то мешает? Он кому-то мешает, а может быть не мешает, вот он приходит по ночам, я вот не понимаю, он встает, значит, он стучится, он лезет, значит, в окно, значит, я не понимаю, или это он существует в качестве некого свербящего, значит, вот так вот в мозги, значит, ввинтившегося вопроса, вот не могу, значит, кушать не могу, значит, там, покуда Ленин не похоронит. Вот масса вещей, которые серьезно обсуждаются в обществе, являются абсолютно ложной проблематизацией. Ложный. Тело Ленина – это результат, во-первых, научного эксперимента, беспрецедентного по длительности, 90 уже лет насчитывающего. Во-вторых, это некая материальная, так сказать, вот оболочка, остаток, вот действительно это исторический источник о реальном облике исторического деятеля вот, всемирного масштаба. Мне тело Ленина нужно как историку. Вот. Из самых общих соображений. Без относительно, значит, к отношению, значит, непосредственному к данному историческому деятелю там, на уровне как сугубо вот личному, эмоциональному, точно так же и даже мое вот объективное отношение как историк тоже не имеет никакого значения, потому что тут работают совершенно другие преступницы. Извините, меня сейчас сюда принесли, значит, тело Путина, возможно, я бы над ним надругался бы, да, потому что это все имеет какое-то вот отношение к моим собственным эмоциям, это простительно и так далее. Но когда прошло 90 лет, ну извините меня, ну не играете вы не демонстрируйте своей внушаемости, скажем, вот так вот, интеллигентно.